It also seems that censorship and criminalization of queer voices is catching on, is becoming more rather than less popular across Russia. Does that seem true? В ситуации, когда мы живем в состоянии войны, не признавая эту войну войной, не называя ее войной, когда нам сообщают, что мы в кольце врагов и практически вся внешняя политика наша устроена таким образом, устроена оборонительным образом, то в общем иметь какое-то количество внутренних врагов это логично, потому что в ситуации действительно агрессии и неприятия ничего вокруг себя трудно ограничиться кольцом внешних врагов. Понятно, что враги появляются и внутри. Есть русская поговорка «предупрежден, значит вооружен», а у меня есть ощущение, что мы с нашим советским опытом ее меняем, что у нас предупрежден, значит разоружен и дезориентирован. Наш советский опыт, который у всех у нас в той или иной степени есть, казалось бы, должен был придавать нам сил, вместо этого абсолютно нас дезориентирует, и вся наша рефлексия над нашим советским опытом в результате оказывается нашим же врагом. Это я говорю к тому, что действительно история повторяется и с внешними врагами, и с внутренними врагами, и никакой переработанный опыт и никакая рефлексия над советским опытом нас почему-то от этого не спасает. Could you talk a little bit about how these laws affect you as a writer? Окей. На самом деле, я бы привела такой пример. Мы с моими коллегами в течение нескольких лет создавали проект, который называется «Музей 90-х». Это онлайн-проект, он был опубликован на 2 сайтах, на сайте Колта.ру и на сайте Сноб.ру, и сейчас мы готовим книгу, которая будет называться «Музей 90-х». Я надеюсь, что она вот-вот выйдет в издательстве «Новое литературное обозрение». Это история не непосредственно про то, как на меня влияют эти законы, но это история действительно про некоторую очень важное противостояние, которое существует в обществе. Значит, «Музей 90-х» — это проект, посвященный последнему десятилетию XX века, собственно, единственному десятилетию в России, единственному свободному десятилетию в истории России XX века. И нам очень важно, что это называется, что мы назвали этот проект «Музей 90-х», именно потому что офлайн-музей 90-х сейчас абсолютно невозможен, потому что единственное десятилетие, связанное со свободой, не имеет никакого... Обычно музей возникает в тот момент, исторический музей возникает в тот момент, когда по поводу объекта музеификации выработано какое-то общественное согласие, какая-то договоренность. По поводу 90-х никакой договоренности нет и быть не может. За них происходит борьба, они обросли огромным количеством мифов, за легитимизацию которых эта, собственно, борьба и ведется. Поэтому, когда мы называем книгу музеем, и когда мы называем онлайн-проект музеем, мы искусственным и насильственным образом создаем эту дистанцию, как будто создавая условия игры, когда об этом периоде можно и нужно говорить, когда можно и нужно о нем поднимать общественную дискуссию. И мы пытаемся это сделать, но сопротивление я ощущаю каждую минуту. Я понимаю, что есть проблема, например, с тем, что я и мои соавторы примерно все вокруг 80-го года рождения, и, соответственно, к нам можно предъявить претензию, что вы помните про эти 90-е, вам было от 10 до 20 лет. Но дело в том, что нету такой легитимной фигуры в российском обществе сейчас, которая была бы уполномочена говорить про 90-е и говорить про эту свободу, такая фигура, которой бы общество согласилось доверять. Ее просто не существует. 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 Ее просто не